Привет, я Антон. И Алина. И это видео о нашей поездке в Италию на машине. Отправляемся мы из Антверпена в сторону Амальфитанского побережья, а именно в город Соренто, где мы проведем 5 дней. Но перед этим мы переночуем в Тироле и Болонье. У нас также будет возможность посетить город Помпея и взглянуть на Везувий. И уже оттуда наш путь будет лежать в сторону Ниццы, вдоль западного побережья Италии, чтобы побывать в таких городах, как Пиза и Флоренция. Но все по порядку. Привет, Тироль! Тироль. Зеленое сердце Альп. Тироль – это не просто горы, это место, где каждый шаг приносит открытие. Летом здесь можно наслаждаться пешими походами по живописным тропам, катанием на велосипеде и плаванием в кристально чистых озерах. А зимой – это рай для лыжников и сноубордистов. На самом деле Тироль – это не только природа, это еще и глубокие культурные традиции. В маленьких деревушках вы встретите дома с резными балконами, а в городах старинные замки и церкви, хранящие вековые истории. Ну и не забудьте попробовать местную кухню. Тироль славится своими блюдами, такими как тирольский шницель, кнедли и, конечно же, местные сыры и вина.
Если вы ищете место для активного отдыха, культурных открытий и гастрономических удовольствий, тут это есть все. Жаль, мы тут лишь на одну ночь, и нам не удалось показать все прелести этого места. Нам пора прощаться с Тиролем и двигать дальше, к нашей цели. Добро пожаловать в Болонью, один из самых уютных и атмосферных городов Италии. Ее часто называют «Ля Росса» – «Красный», и это не просто так. Исторический город строился из кирпича красного цвета, что создает характерный оттенок, который можно увидеть по всей Болоньи, особенно на крышах. Да, здесь каждый кирпичик, каждый фасад пропитан историей. Но главное, чем встречает тебя Болонья, это ее знаменитые портики и аркады. Они повсюду. Представляете себе 40 километров арок, которые ведут тебя по всему городу, защищая от солнца или дождя. Загляните в эти арки, и вы окажетесь в уютных внутренних двориках, где время как будто остановилось. Болонья раньше была городом небоскребов в Средневековье. Стояли сотни башен, до наших дней дожили всего пара десятков, но самые известные – это Асинелли и Горизенда. Пьяцца Маджоре – это сердце Болоньи. Огромные кирпичные фасады, кафешки, где старички обсуждают политику и футбол, и вечное ощущение, что здесь все так же, как сотни лет назад. А еще Болонья – это родина первого в Европе университета. Здесь учились Данте, Петрарка и тысячи студентов со всего мира. И до сих пор вечером весь центр заполняется молодежью. Сидят прямо на каменных ступенях, пьют вино и просто беседуют.
давайте честно, главное в Болонье – это еда. Тальятелли ай рагу, который весь мир называет болоньезо, лазанья, мартаделла, пармезан – все это тут настоящее, свежее и без компромиссов. Когда садится солнце, Болонья преображается. Город загорается мягким светом, а уличные кафе наполняются смехом и разговорами. Болонья – это Италия без показной глянцевости. Настоящая, живая, с сыром, вином и красными кирпичами. Ну а дальше наш путь лежит в город Соренто. Да, дорога извилистая. Местами кажется, что машина еле помещается. С одной стороны у нас обрыв и невероятные виды на море, а с другой отвесные скалы. Немного страшно, но виды настолько изумительные, что дух захватывает. И вот мы в отеле. За окном Везувий. Каждое утро начинается с этого пейзажа. Недалеко от нашего отеля банное место Spiaggia La Marinella. Здесь можно было выбрать платные места с шезлонгами или бесплатные на бетонных плитах. Море здесь чистое и спокойное. К пляжу вел лифт. Но вечером он закрывался, и тогда оставался путь через длинный туннель в скале. Подниматься обратно после купания по этому бесконечному туннелю было испытанием, но в то же время и особенной достопримечательностью этого места. Я помню, мы припозднились и хотели поужинать. В итоге оказалось, что кухни уже во всех ресторанах закрылись. Единственный выбор у нас был пойти в этот бар недалеко от нашего отеля, выпить прохладного чего-нибудь, и на ужин у нас были лишь чипсы и орешки. Соренто. Город с древней историей. Когда-то здесь жили оски. Потом римляне построили виллы и храмы. А со временем город стал любимым местом отдыха аристократов, поэтов и актеров. Гуляя по этим улицам, чувствуешь, что в Соренто все дышит историей, морем и солнцем. Также Соренто известен своими видами на Везувий, узкими улочками и, конечно же, лимонами. Соренто невозможно представить без лимонов. Местные утверждают, что именно здесь родился такой напиток, как лимончелло. Лимоны на склонах полуострова выращивают уже веками. Они огромные, ароматные и стали символом города.
во время прогулки мы зашли в ресторанчик Аль Порто. Его хозяин рассказал нам, что в детстве он жил в этом доме. Потом его отец открыл магазин по ремонту велосипедов, а теперь это уютный ресторан. Стоит отметить, нам так понравилось заведение и гостеприимность хозяина, что именно сюда мы вернулись на ужин наш последний вечер в Соренто. Так что очень рекомендуем. А как вам такое в Соренто летом? В один из дней мы решили осмотреть полуостров и проехаться вдоль Амальфитанского побережья. Эта дорога одна из самых живописных, но и сложных в Италии. Узкие серпантины, крутые повороты и встречное движение, где иногда кажется, что проехать просто невозможно. Особенно если навстречу идет автобус или грузовик. Но как только ты отвлекаешься от дороги, тебе открываются виды, от которых перехватывает дыхание. Парковка здесь отдельная история. Мест мало, почти все занято и часто приходится оставлять машину на обочине без камер и охраны. И всегда остается сомнение, насколько это безопасно. Еще здесь дома буквально встроены в скалы и прямо надвисают над дорогой или морем. Белые фасады, яркие ставни и террасы с лимонными деревьями выглядят как будто бы часть самой природы. А сколько фильмов было снято в этом месте? «Ла Дольче Вита» Фредерико Феллини, «Брак по-итальянски» Софи Лорена, «Ешь, молись, люби» с Джулией Робертс и сцены фильма «Талантливый Рипли». На обратном пути мы сделали остановку в Марина де Прая в Праяну, маленькой бухте между скалами. Очень живописное место. Жаль, что начался дождь, но нам удалось укрыться под навесной скалой и немного насладиться атмосферой. Но, несмотря на все сложности дороги, Амальфитанское побережье остается особенным местом. Здесь красота и экстремальность идут рядом, и, пожалуй, именно это делает поездку такой незабываемой. Марина Лобра – это живописный приморский уголок в районе Масса-Лубренса на полуострове Соренто. Это маленький рыбацкий поселок и порт, расположенный в уютной природной бухте, мы нашли случайно, разъезжая вдоль Амальфитанского побережья. Место понравилось тем, что оно без туристического шума и толп людей. Но пляж в классическом понимании здесь отсутствует. Зато есть небольшие песчаные участки и скалистые платформы, идеальные для купания. На машине от нашего отеля ехать примерно 30 минут. В итоге мы провели тут 2 дня в спокойной атмосфере, что порой так не хватает в туристических местах, как полуостров Соренто.
Также недалеко от Соренто находится городок Марина ди Кассано. И это место покорило нас с первого взгляда. Тут очень красиво и спокойно. Это живописный портовый район, расположенный прямо над массивными скалами. Кстати, Марина ди Кассано – это не просто порт, а часть древнего поселения, которое с давних пор служило рыбацкой гаванью для соседнего городка Сант-Аньело. Местные жители всегда ценили это место за его уединение и удобство. И сегодня, несмотря на популярность побережья, здесь все еще чувствуется та самая аутентичная и спокойная атмосфера. Сюда мы приехали, чтобы прогуляться, насладиться атмосферой и встретить закат с бокалом шампанского. В итоге у нас получился такой вот идеальный романтичный вечер. Добро пожаловать в путешествие во времени. Сегодня мы отправились в одно из самых удивительных мест на планете – древнюю Помпею в Неаполе. Помпей – это не просто руины. Это застывший во времени город у подножия Везувия. В 79 году нашей эры мощное извержение вулкана засыпало его пеплом. А сегодня же здесь можно пройтись по тем же улицам, по которым ходили жители почти 2000 лет назад. Мы прогулялись по мощенным улицам, которые помнят шаги древних римлян. На некоторых улицах заметны глубокие колеи, оставленные повозками за сотни лет. Это удивительная деталь, которая переносит нас в прошлое и позволяет представить, как по этим дорогам двигался ежедневный трафик. Также вдоль улиц идут высокие тротуары, они защищали горожан от грязи и навоза. А эти массивные каменные блоки служили переходами через улицу. Это удивительно, насколько хорошо сохранились некоторые элементы. Например, фрески на стенах, старинные фонтаны, напольные мозаики и разные другие элементы старинной утвари. Помпейская базилика – это одно из самых важных общественных зданий в древних Помпеях. Базилика служила одновременно судом и местом для деловых сделок. Здесь решались гражданские споры, заключались контракты и велись судебные процессы. По периметру находились галереи, внутри была трибуна или возвышение для магистров, которые вершили правосудие. Many stairs there. In the down part is originally marble.
Форо ди Помпей или Помпейский форум. Эта площадь была центром политической, религиозной и торговой жизни. Здесь принимались самые важные решения, совершались торговые сделки и проходили религиозные церемонии. Также тут можно увидеть остатки трибуны, на которой выступали ораторы, и фундаменты торговых лавок. В кадре видны величественные колонны и остатки храмов, посвященные римским богам. Например, здесь можно увидеть руины храма Юпитера, который является самым главным храмом города. Терме дель Форо – это один из самых хорошо сохранившихся комплексов общественных бань в Помпеях. Это был важный социальный центр, где люди встречались, общались и обсуждали дела, ну и отдыхали. Их отличное состояние позволяет нам увидеть повседневную жизнь римлян и оценить их инженерные достижения в создании комфортных условий. Бани были разделены на мужскую и женскую, каждая со своим входом. Внутри посетители проходили через ряд комнат с разной температурой. Раздевалка, где можно было оставить одежду в нишах в стенах. Самая горячая комната с бассейном и горячей водой, она отапливалась сложной системой, где горячий воздух циркулировал под полом и в полостях стен. И холодная комната с круглой ванной для освежающих купаний. Извержение было настолько внезапным и мощным, что многие люди не успели спастись, и их тела были навсегда запечатлены в вулканической породе. Особое впечатление производят гипсовые слепки, созданные на месте тел погибших. Они показывают последние мгновения жизни людей, их позы, лица и даже эмоции. Еще в Помпеи были популярны термополии или древнеримские закусочные, где жители Помпей могли быстро перекусить или выпить. Они были очень популярны в Помпеях, так как не во всех домах были кухни, а многие люди, особенно бедняки, жили в небольших помещениях и не имели возможности или средств готовить самостоятельно. Многие фрески выцвели или разрушились. Некоторые фрагменты поражают яркостью красок и искусством древних мастеров. Можно увидеть изображения мифологических героев, пейзажи или бытовые сцены. Также в Помпей имелись театры. Театры были местом, где люди разных социальных слоев могли собраться вместе. Места в первых рядах были зарезервированы для знати, а остальные места распределялись по социальному статусу. Помпей был важным торговым центром и важным узлом глобальной по тем временам торговой сети. Он показывает, что даже такие, казалось бы, простые вещи, как еда и товары, объединяли огромную Римскую империю и делали Помпею процветающим и богатым городом. Вдалеке на видео постоянно присутствует Везувий, главный виновник этой трагедии. Город исчез на века и был случайно обнаружен только в XVIII веке. Везувий и по сегодняшний день остается активным вулканом. Дальше по плану мы решили остановиться на пару дней в Марино ди Масса, так как отсюда нам будет удобно добираться до Пизы и Флоренции. Вообще, это место является отличной отправной точкой для изучения регионов, что позволяет совместить пляжный отдых с культурным и историческим туризмом. Марино ди Масса – это популярный морской курорт, расположенный на побережье Тосканы.
Это место славится своими широкими песчаными пляжами, которые тянутся на несколько километров. Атмосфера здесь более спокойная и размеренная, чем на других итальянских курортах. Еще нам показалось, что это место популярно для проведения дней рождений и организации свадебных церемоний. Зацените! Ma che tu dici? Qualcosa come questa campione, chiaro di così non c'era. Questa campione, lo canterò perché stasera, domani, noi insieme vedrò. И вот мы на площади чудес в городе Пиза. Видно, как много людей собралось, чтобы увидеть 3 главных архитектурных шедевра, расположенных на этом большом зеленом поле. На заднем плане, конечно же, главная героиня – Пизанская башня. На площади чудес разворачивается удивительное зрелище. Тысячи людей со всего мира совершают один и тот же ритуал – попытки подпереть Пизанскую башню. Со стороны это выглядит как настоящий театр абсурда. Пиза – это город с богатой историей, который в средние века был одной из самых могущественных морских республик в Италии наравне с Генуа и Венецией. Своего расцвета город достиг в XI веке, и именно в этот период была построена большая часть архитектурного ансамбля на площади чудес. Пизанская башня – это колокольня кафедрального собора. Ее строительство началось в 1173 году. Однако уже после 3-го яруса из 8 запланированных башня начала крениться из-за мягкой и неустойчивой почвы. Кафедральный собор – это самая старая постройка на площади, а рядом с ней баптистерий – главное крестильное здание в Италии. Кампо Санто – это монументальное кладбище, которое считается одним из самых красивых в мире. Легенда гласит, что земля для него была привезена из Святой Земли, чтобы похороненные там могли обрести вечный покой в священной почве. А сегодня мы провели день в прекрасной Флоренции. Один из самых известных и уникальных мест в этом мире – это мост Понте-Веккио, то есть Старый мост. Он был построен в 1345 году и является единственным мостом во Флоренции, который пережил Вторую мировую войну. Что делает мост особенным – это ряды домов и торговых лавочек, которые стоят прямо на мосту. Изначально там располагались лавочки мясников, но в XVI веке они были заменены ювелирными мастерскими и магазинами, чтобы избавиться от неприятного запаха и придать мосту более благородный вид.
Пьяцца делла Синьория – это главная площадь Флоренции и ее политический центр. Здесь находится Палаццо Веккио, старый дворец, который служил резиденцией правителей и символизировал власть Флорентийской республики. И там же расположена лоджия Лацци со знаменитыми скульптурами. Площадь Сан-Джованни – это религиозный центр города. На ней расположены три важнейших архитектурных шедевра – собор Санта-Мария-дель-Фьоре, баптистерий Сан-Джованни и колокольня Джотто. Флоренция – это столица региона Тоскана и колыбель эпохи Возрождения. В 15-16 веках она была одним из самых влиятельных городов Европы, центром искусства, науки и финансов. Флоренция подарила миру великих гениев, таких как Леонардо да Винчи, Микеланджело и Данте. Сам город – это живая история, где каждый переулок, каждое здание хранит память о великом прошлом. Пошли.
Пьяцца деля Сантиссима Аннунциата – одна из самых элегантных и гармоничных площадей Флоренции. Площадь окружена зданиями с симметричными арками. На площади расположена больница невинных, это первое в Европе учреждение для сирот, и базилика Сантиссима Аннунциата – важный религиозный центр. Нагуляв аппетит, мы зашли в уютный ресторан, где насладились местной кухней. Оказывается, Флоренция славится не только мясными блюдами, как, например, знаменитый флорентийский стейк бистека а-ла фьорентина, а также и трюфелями разных сортов. Вечером во Флоренции своя атмосфера. Еще немного насладившись городом, мы отправились обратно в Марина ди Маса, где мы временно остановились. И вот мы в Ницце. Это наш второй визит в Ниццу, и в этот раз мы решили остаться тут на 3 дня, чтобы лучше почувствовать город. Ницца – это один из самых известных городов на Лазурном берегу французской ривьеры. Изначально Ницца была небольшим рыбацким городком. Однако в XVIII веке состоятельные британцы, стремясь избежать суровых и дождливых зим на родине, открыли для себя мягкий климат и солнечные дни французской ривьеры. Русская аристократия также полюбила Ниццу. В городе появились православные церкви, в том числе знаменитый собор святителя Николая. Макарена. Все правильно? В конце 19-го, в начале 20 века город стал центром роскоши и досуга. Появились фешенебельные отели, такие как Негреско, казино и театры. Ницца окончательно закрепила за собой статус мирового курорта.
Именно английская знать инициировали строительство знаменитой Promenade aux Anglais, который стал символом города. Она тянется на 7 километров вдоль залива Ангелов. Мы решили не останавливаться на пляже в Ницце, а найти более уединенный и спокойный. В итоге наш выбор пал на пляж Деля Дарс, где-то в 30 минутах езды от нашей съемной квартиры. Пляж де ла Дарс – это не просто пляж, а целая бухта с богатой историей. Когда-то здесь располагался военно-морской порт, который служил базой для военных кораблей. Сейчас это место превратилось в тихую гавань для яхт и, что более важно, в одно из любимых мест для тех, кто ищет уединения и чистого моря, подальше от основного потока туристов. Лазурный берег.
Это не только роскошь и гламур Ниццы, но и тихие, живописные места, которые ждут тех, кто готов сойти с протоптанной тропы. Отпуск, как и все хорошее, имеет свойство заканчиваться. Мы зарядились энергией, карты памяти переполнены, а наши желудки счастливы после всех трюфелей и пасты. Теперь нас ждет 11-часовая поездка на машине домой, чтобы поделиться с друзьями всем, что мы увидели.